Я приветствую вас, представители знака зодиака Скорпион. Второй прогноз, февраль 2025 года. Первые вестники перемен. Ключевые события вашей жизни. Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды. Колода ангелов-хранителей, поддержка патронажа ангелов. И вторая колода добра, которую прорисовала великолепный художник, психолог и таролог с большим стажем Колет Барон Рид. И карты подаются с позиции позитивной психологии. Мы с вами сделаем расклад на колоде ангелов, как ключевые события, и будем дополнять значение, если это необходимо, второй как раз колодой. И есть в нашей жизни непознанное, необъяснимое. Я думаю, ваш знак зодиака как раз с этим согласится. И мы можем, кто-то может быть наоборот фаталистом, кто-то не верить ни в судьбу, ни в высшие силы. Но, пожалуй, февраль месяц может сломать какой-то наш шаблон, алгоритм или заставить рассмотреть альтернативные варианты. И это происходит потому, что Уран находится в знаке зодиака Телец, и в феврале это уже прямое директное движение. Надо сказать, что ваша экзальтация именно в Уране. Что такое экзальтация? Это то, где вы по максимуму можете раскрыться, раскрываются ваши таланты, ваши возможности, мои дорогие скорпионы. И поэтому для вас, может быть, даже с приходом каких-то неожиданностей открываются новые дороги и пути. И вы сильные люди. Может быть, именно какой-то свой талант таким образом вы для себя самих раскроете. Или какая-то возможность, как нужная дверь откроется. У кого-то это будет связано, что прежде, ну, правда, были какие-то законодательные барьеры, а здесь и могут быть подзаконные акты, и теперь у вас получится оформить какой-то документ. Ну, или самые разные неожиданные возможности. Конечно, где-то астрологически звездное расписание нам говорит на всякий случай пристегнуть ремни, потому что для кого-то из вас может быть ситуация, напоминающая слепой поворот, когда мы вынуждены совершить маневр, но совершенно невидимо не знаем, что же там за этим поворотом, что нас ждет впереди. Ну, давайте ключевые события, три карты. Первые мы достанем, с чем это будет связано. Хотя, должна сказать, астрологически весь 2025 год как раз это время каких-то свершений и одновременно, ну, как спокойствия какого-то, баланса, по сути дела. И третью карту – важное событие в вашей жизни, ключевое, главное событие. Достанем карту неожиданности, что вам придется организовывать или адаптировать в феврале. Какие двери возможности перед вами открываются? Чему нужно уделить внимание? От чего вы откажетесь или будете трансформировать, переводить во что-то другое, может быть? И достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Итак, что же за ключевое событие? А вот когда, вы знаете, может быть, какой-то период ожидания закончился. Вот есть все же такой смысл: девятка жезлов или девятка огня. Но я должна сказать, что в герметической колоде Таро это карта великой мощи, великой силы. У вас очень сильная позиция. Но чтобы себе не навредить, мы словно раздвигаем забор из этих жезлов, аккуратно выходим на авансцену и осматриваемся, останавливаемся. И всегда присутствует два направления. Первое, чтобы себе не навредить, а второе, чтобы чего-то не упустить. Поэтому какие-то очень продуманные действия. Вот эту силу конкретно, здесь, обратите внимание, за спиной девушки изображен ангел. И нам говорят, что нашу силу нужно приложить в очень правильном направлении. Все готово как бы, уже все зацветает и расцветает. Это действительно ваша какая-то сильная позиция. Но, может быть, не включиться в те дела, вопросы, которые нужны кому-то. Вас ведь могут пытаться привлечь только лишь потому, что Скорпион сильный человек. Или, зная ваш характер, мои дорогие скорпионы, тут могут и провоцировать эмоционально. Вот я это тоже не исключаю. Поэтому ангел вас охраняет. И доверьтесь где-то ангелу, не торопитесь, не бегите впереди паровоза. Вот как ключевое событие, видимо, будет связано с каким-то вашим внутренним спокойствием и осторожностью. Давайте откроем вторую карту. А вот как смена энергетики, обратите внимание, в этой колоде карт король воздуха – это эксперт. К вам могут обращаться как к эксперту по какому-либо вопросу.
Безусловно, это карта, когда вы можете решать вопросы. К примеру, кто-то может обращаться к врачам или к юристам, к адвокатам. Вам нужно закрыть какую-то тему или, наоборот, подписать какой-то документ. И сделать это не на авось, а вполне конкретно, чтобы согласовывалось, опять же, с законом. Это ваша, опять же, смена энергетики в сторону респектабельности. Вот, наверное, есть такой момент, когда вам захочется больше спокойствия, уверенности. И где-то это спокойствие приходит отчасти, когда у нас все документы в правильном формате или все просчитано, и нет неожиданностей. У короля мечей максимально все невероятности сводятся к нулю, потому что он умеет увидеть суровую правду или какую-то реальность. Это ну, мощная сила рационализаторства, может быть, и рациональности по этой карте. Безусловно, по этой карте, если мы говорим как ключевое событие, иногда проходят люди в погонах или люди в форме. О врачах я сказала, но это могут быть любые погоны или форма. У кого-то это может быть и таможня, у кого-то согласование может быть и в налоговых инстанциях. Здесь, в принципе, какие-то инстанции могут проходить. Или вы, мои дорогие, можете строить карьеру. Или вот этот самый баланс, какие-то свои дела, которые вы наметили, вы будете переформатировать в сторону подписаний каких-то важных документов. И делать это очень правильно. Холодно так, вот расчетливо. Расчет есть, но и первая карта нам как раз про этот расчет и сказала, эту силу нужно приложить очень как-то грамотно. И карта короля мечей об эксперте, я с этого начала, она как раз и говорит, что возможности открываются, когда мы, ну, правильно где-то рассчитываем наши шаги и согласовываем с тем, что принято. Вот есть такой момент. Давайте мы откроем третье важное событие. Для кого-то это может быть как решение вопросов личной жизни. Безусловно, это туз кубков. И опять же, ангел вас сопровождает. Обратите внимание, не в каждой карте присутствует изображение ангела. И вот этот рационализм, он как бы, то есть, желает нам сказать, что не все лежит в формате, когда мы чего-то ждем. Есть те события, на которые вы можете повлиять сами, или то, что вам предстоит решить самим. Но есть и то, что как будто по велению высших сил. Есть то, что должно быть продолжено или вами изучено. Это приятные, безусловно, эмоции, это какие-то отношения и ваша интуиция. Интуитивные какие-то предположения. Слушайте свою интуицию, к вам будут приходить правильные подсказки. Но давайте я немножко проясню на колоде добра, какую ситуацию нам откроют карты. Хотя я допускаю, у каждого же свое тут что-то будет, правда? У кого-то документы через личную жизнь, у кого-то тут трансформация каких-то вопросов бизнеса, работы или построения карьеры. С чем это будет связано, восьмерка огня? Вы постепенно должны набирать темп. И в этой колоде это тоже трансформация, кстати, карта. И не случайно, может быть, девятка жезлов предупреждает, что сила должна быть потрачена в каком-то очень правильно грамотном направлении. Наращиваете темп. Для кого-то из вас это могут быть вопросы, связанные с переездом. В целом, наверное, благополучие. Вообще карта говорит о добром периоде жизни в феврале. Но, видимо, есть какие-то нюансы, я именно вижу нюансы, которые вы должны будете согласовать или подвести к какому-то балансу, мои дорогие скорпионы, чтобы в последующем наращивался ваш темп или осуществлялись ваши мечты. По аркану императрицы это как символ нового «я». У кого-то это может проиграться вопросы дома, правда, и жилья тоже. Вопросы сохранения отношений, если это возможно. То есть если есть какой-то взаимообмен или отношения продолжаются, тут, скорее всего, отношения могут перерасти на иной уровень. Или вы задумаетесь о том, чтобы оформить отношения. Вот, кстати, тогда будете тоже что-то узнавать, может быть, у юристов, или как правильно составить договор, например, брачный договор. Или, может быть, это по поводу работы. Если символ нового «я», для кого-то это как вдохновение, и это вдохновение мы перекладываем в практическую плоскость. Может быть, кто-то бизнес задумает начать практически с нуля. И вы знаете, у вас получится.
Нам карта говорит, императрица, сильная позиция. Здесь нет ничего невозможного, но больше те энергии, когда мы договариваемся, безусловно. Императрица, она в первую очередь направляет энергии себе не навредить. А вверху у нас туз кубков. Карта радости, счастья, эмпатии, добрых эмоций. И когда у вас что-то получится в феврале, какое-то ваше желание, мои дорогие скорпионы, точно сбудется, но это вам, как пространство, Вселенная, помогает для того, чтобы в последующем, в каком-то новом формате вы, возможно, приступили к реализации вашего дела или какого-то творческого проекта, наращивали уже темп. Но есть и те пункты, когда вам предстоит все расставить по местам. Вот я вижу так. Мы не можем совершить, наверное, какой-то квантовый скачок, пока мы не продумали наши тылы. Где-то императрица – это и тыл, и новые свершения одновременно. Поэтому возможности у вас огромны уже в феврале. Но правильный рациональный расчет – это основа всего. Помните, и не упустить, и куда-то не поторопиться. Разные энергии. Давайте посмотрим, что же у вас по неожиданностям. Шикарно, правда? И вот смотрите, я оставлю все же эти две карты. Как мне их так положить, чтобы это было видно. Сейчас немножко смещу. В неожиданностях счастье, радость, возможности, мои дорогие. Десятка кубков – это конкретно нам говорят семья, любовь и радость. Нечего добавить. В неожиданностях приятные неожиданности. Может быть и подарки, признание в любви, встречи с любимым человеком. Или вопросы семьи, вопросы детей. Но тут как-то в добрых энергиях все решается. Очень позитивная, всячески позитивная карта. По сути, это, как по императрице, благополучие, но в каком-то конкретном приложении, когда мы захотели что-то осуществить, и у нас получилось. Вот в неожиданностях, может быть, вы и не думали, что у вас что-то получится, а здесь как раз более добрые энергии приходят на ваш порог. Давайте узнаем, что же придется адаптировать и организовывать. Себя организовывать. Вы знаете, в чем основная задача? Семерка жезлов или семерка огня – это когда на нас пытаются воздействовать. Вот да, 6 жезлов пытаются достать нашего героя. Он на всякий случай вооружился с одним жезлом. И это наше намерение, прообраз, и это наши цели. И не случайно он как будто подсвечен. Свет идет солнечный от этого жезла, от того, который в наших руках. А все остальное как раз может означать какую-то многозадачность, которая вам-то лично не нужна. Вы на повестке этого месяца у себя сами, мои дорогие. Может быть, поэтому с этого начался наш прогноз. Девятка жезлов, я, видимо, еще раз повторю, не участвовать в том, что для вас не имеет прогресса и какого-то смысла. Правильно приложить или распределить свои собственные силы. Отказаться вот от какой-то многозадачности, мои дорогие, вот это в первую очередь. И, может быть, это многозадачность или какие-то обязательства для кого-то из вас, от которых вы откажетесь как раз. Потому что не увидите прогресса. Переосмыслите где-то в феврале свою жизнь или куда я тратил энергию, на что я тратил, на кого я тратил. Вот такие вопросы вы можете себе задавать. И в зависимости от тех ответов, которые вы себе даете, вы будете продумывать свои действия. И как буквально адаптировать, может быть, себя самого к новым условиям, к новой жизни. У кого-то может проиграться к новой стране или к новой местности, к новой работе. Тогда вы будете больше сохранять самих себя и в то же время быть настороже, чтобы не упустить какую-то возможность. Ну, может же проиграться и так, что мне надоело участвовать в жизни каких-то людей. Я ставлю в этом точку, потому что семерка жезлов, она больше концентрирует нас или наши энергии на нас самих. Давайте мы откроем следующую карту. Какие двери возможности откроются? Те, которые вы откроете сами. Карта отшельника. И это всегда на первом месте для отшельника ценности. Или какой-то духовный рост. Или как ваш путь, ваши таланты, мои дорогие, которые должны раскрыться по максимуму. Безусловно, это еще и карта отчасти интуиции. Не случайно всегда
Отшельник идет с фонарем. И вот этот фонарь– это наша интуиция, шестое чувство, которое дает правильные подсказки. И слышать голос своего шестого чувства, где-то не заглушать какой-то многозадачностью, кстати, об этом может говорить карта. И еще она говорит, что если ты сам веришь в себя, вот не создайте для себя каких-то сомнений, потому что вы мысль материальна, и вы можете себе некоторым образом именно помешать потому, что наколдовать себе мысль, мы говорим, она формирует нашу жизнь. И, к примеру, то, что мы думали вчера, мы получаем сегодня. То, что мы думаем сегодня, будет формировать ваше завтра. Здесь я могу предположить, что вы от чего-то можете и отказаться вполне. То, что не служит вашим интересам, каким-то более духовным ценностям или вашим принципам, может быть, духовным, что не может быть продолжено. Для кого-то из вас это может означать какое-то очень важное дело в вашей жизни, которое вы перед собой поставите, как намерение и цель, и вы будете осуществлять это в одиночку. Вот есть и такой момент. Давайте я достану дополнительные карты, и если мы спросили, какие же двери возможности откроются. По сути дела, по отшельнику это те двери, которые мы сами захотим открывать. Так что же это будет? Король земли. С учетом аркана императрицы кто-то будет решать личную жизнь в первую очередь и выходить из этого отшельника. Но, повторюсь, это то, что вы сами решили открывать. Решили вы открывать свое сердце и завершить вот этот длительный этап отшельничества или нет? Никто не может изменить вашу судьбу, как вы ее можете изменить сами. И поэтому ждать, что что-то вдруг кардинально изменится и для вас, ну, как создаст сразу в один момент какую-то новую реальность, то нет. Все же наш какой-то путь, ваш, мои дорогие скорпионы. И здесь, с учетом короля Земли, неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины, это ваши добрые энергии как раз для построения семьи или отношений. Для кого-то это проиграется, как было фиаско в предыдущий период по вашему бизнесу. Теперь вы можете отстроить бизнес практически с нуля. У вас большой потенциал, мои дорогие скорпионы. Или увидеть какое-то новое направление по бизнесу. Для кого-то это новые способы заработка, дополнительный доход по работе. Король Земли– это тот практик, который надежный человек. Может быть, это будет вопрос по поводу выхода из этого отшельничества, когда вы пересмотрите свое окружение в сторону людей, опять же, более надежных. И здесь у каждого по-своему. Но то, что на практике отыгрывается как наше благополучие, в эту сторону вы будете двигаться. С учетом королевы воздуха и в этой колоде нам показывают, ну, или человек, нам говорят, это как сильная самооценка, мудрые решения, организация, опять же, нашей жизни и искусство красноречия. Но мудрость, пожалуй, потому что, посмотрите, королева воздуха очень по-доброму улыбается. И вот эта сова, которая сидит у нее на плече, это как согласие с собственной мудростью, собственной интуицией, собственной душой. А для кого-то все же, я так вижу, история личной жизни, потому что пусть с разных колод, но у нас есть король мечей и королева воздуха. Правда, может быть какой-то совершенно новый союз и выход из одиночества, или новый союз в партнерских отношениях. Тоже может быть. Что же это еще? Пятерка земли. Ну, основные направления, чтобы не было отсутствия взаимопонимания, или вы где-то пересмотрите контакты с людьми, с которыми не можете как раз найти взаимопонимание. Здесь нам говорят о том, что мы можем столкнуться и с людьми, когда внешность обманчива, или вы придете к этому выводу, и мы меняем ракурс. И второй момент направления– это деньги. По этой карте нам говорят, богатство доступно. Поэтому отношения и деньги в центре внимания февраля. И как и партнерские отношения, я больше вижу, что какие двери откроются, какие действительно отношения вы захотите открывать, или какие возможности по заработкам вы для себя
Спрогнозируйте. По девятке воздуха есть такой момент именно в этой колоде. Переход от самоосуждения к самосостраданию. Будьте добры к самим себе, мои дорогие. И принять то, что наши сомнения, как и страх, искажают реальность. А для вас нет ничего невозможного. Поэтому какие вы двери сами перед собой поставите задачу открывать, те вы и откроете. Мне нечего добавить. Давайте посмотрим, чему же нужно уделить внимание по мнению карт. А вот и правда, какой-то переход между прошлым и будущим. По восьмерке кубков сам ангел выходит вам навстречу. Да, мы можем здесь что-то передумать, можем и что-то трансформировать. Но по этой карте мы ищем выход, и мы его всегда находим. Поэтому и какая-то сложная задача у вас может быть решена. Или, может быть, какая-то проблема, которая касалась личной жизни, будет решена. Или вы решитесь, опять же, выйти из этого отшельника. Или какие-то контакты, это по части работы, бизнеса у вас. Ну, я могу допустить, что для кого-то был очень сложный предыдущий период. И здесь для вас тогда словно какое-то возрождение начнется, мои дорогие скорпионы. Переходный период, правда, февраля. И у кого-то он пройдет в более таких позитивных энергиях, радостных. Для кого-то это переосмысление своих собственных возможностей, своей жизни, но и приток оптимизма, жизненных сил. Вы самое главное, наверное, поймете, мне стоит только решиться, и я ведь очень сильный человек. Это касается абсолютно всех. Потому что бы Скорпион не задумал, определенно точно вы сумеете это осуществить. И в этой колоде может нам еще и говорить о том, что мы осваиваем какие-то новые навыки. А то, что не откликается в нашей жизни, или наши приложенные усилия к чему-либо или к каким-то отношениям, может быть, прежде, вы тоже подводите итог и оставляете буквально за спиной. Вы просто идете вперед. Это дорогого стоит. Что вы можете или отказаться, или трансформировать? Но все же, видимо, добрые энергии, правда, периода и 2025 года для вашего знака зодиака проигрывается, потому что по десятке, это десятому, точнее, старшему аркану, колесо фортуны, это новые возможности. Вообще здесь конкретно удачи, карта прогресса и перемен, счастливых перемен, мои дорогие скорпионы, добрые энергии. Что тут скажешь? От чего вы можете отказаться или будете трансформировать? Внешние события все же будут оказывать на вас влияние, но вам, опять же, возвращаясь к первой карте, вам нужно как и чего-то не упустить, так и себе не навредить. Разные энергии будут в феврале, но возможности очень большие. Сама по себе фортуна выходит вам навстречу. Вот я вижу именно так. Давайте откроем совет. Ну что мне тут добавить? Правда, ваша карта выпадает. Карта мага. Я всегда говорю, скорпион, маг и волшебник. И если мысль материально, мы долго на эту тему рассуждали по аркану именно отшельник. И я сказала, не наколдуйте себе неправильных каких-то мыслей или эмоций, может быть, даже эмоций, потому что мы прогнозируем свою жизнь. Мы как будто наперед определяем, думая о чем-то. Вот ваши мысли, они должны быть позитивны. Если вы надумаете или окунетесь в какой-то минус или негатив, ну, или будете продолжать то, что для вас, ну, прежде не служило как добрым взаимообменом, если мы про отношения, или какое-то дело, в котором вы участвовали, а оно не принесло определенных результатов, на которые вы рассчитывали. Явно вот это нужно пересмотреть, завершить. Но не пытаться заново и заново что-то повторять. Правда, баланс какой-то вам нужно провести, потому что для вас нет ничего невозможного. Вот, наверное, самое главное, эта карта еще нам может говорить, для тебя, Скорпион, все готово, все свершения. Но есть некоторые вопросы, которые ты должен именно определить для себя сам. Или решиться на что-то. И тогда сама история в более глобальном плане, это, как считаете,
Звездное расписание или высшие силы стараются вашу жизнь изменить в сторону счастья, в сторону радости, в сторону нового качества жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, волшебный расклад, очень сильные карты, и вы, люди интуитивные, переложите по тем позициям, которые мы спрашивали, значение карт на свою жизнь, и я думаю, какие-то подсказки вы получите. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.